Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать вам 170 интересных фактов о кошках. Надеюсь, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. В этом видео мы хотим рассказать 170 интересных фактов о кошках. Хочу обратить внимание, что в заключительной части данного видео мы также расскажем вам о самых известных и удивительных кошках в мировой истории. Думаю, многие хотели бы узнать что-то новое и интересное об этих пушистых питомцах. В этом видео мы собрали для вас самое увлекательное и полезное о кошках и котах. Вы сможете сами убедиться, что это очень добрые, ласковые и необычные животные, способные поднимать настроение, по-своему поддерживать нас и веселить. 1. Когда кошка идет, ее задние лапы точно ступают в следы, оставленные передними лапами. Это называется прямой регистрацией. Прямая регистрация означает, что кошки и другие животные, такие как лисы, к примеру, оставляют меньше следов и производят меньше шума при ходьбе. 2. Кот по кличке Оскар из Род-Айленда, который жил в доме престарелых, был поразительно точным в предсказании смерти окружающих пациентов. Когда пациент был близок к смерти, Оскар в последние часы поднимался наверх и сворачивался калачиком рядом с ним. Редко ошибаясь и производя ритуал с точностью, которая иногда была выше, чем у врачей, Оскар правильно предсказал около 50 смертей. Врачи учреждения рассказывали, что семьи были благодарны Оскару, поскольку пациенты проводили свои последние часы с родными. Врачи уведомляли семью, когда Оскар сворачивался калачиком рядом с пациентом, чтобы они могли поспешить к нему попрощаться. 3. Ученые предполагают, что токсоплазмоз, мозговой паразит, распространяющийся через кошачьи экскременты, может передаваться людям и заставлять их больше заботиться о кошках. Научные исследования показывают, что люди, зараженные токсоплазмозом, воспринимаются как более привлекательные, чем неинфицированные люди. Хотя это и плюс, токсоплазмоз может вызывать серьезные побочные эффекты, такие как головная боль, усталость, судороги и увеличение лимфатических узлов. У беременных он может передаваться ребенку и вызывать серьезные врожденные дефекты. Токсоплазмоз по-другому влияет на добычу кошек. Он может заразить мозг жертв кошки, таких как крысы и птицы, и заставить их не бояться кошек, что снижает их осторожность и боязливость. 4. Кошки и собаки кружат перед тем, как лечь, потому что пытаются улечься мордой к ветру. Это инстинкт, который они унаследовали от предков, для того, чтобы они могли улавливать запах хищников во сне и вовремя убежать, если что. 5. Ходят слухи, что кошки приложили лапы к исчезновению 63 видов птиц. Некоторые из видов птиц, ставших жертвами кошек, например, родом с Гавайских островов, где кошек не было до 1700-х годов, но с тех пор, как появились кошки, такие птицы, как гавайский ворон, фактически вымерли из-за токсоплазмоза. Животные, кроме птиц, также становились жертвами диких кошек и их охотничьих привычек, например, такие как сумчатый муравьед, обитающий в Австралии. И на них также охотились дикие кошки и лисы. Вследствие этого, кошки считаются одними из 100 самых инвазивных видов. 6. Гепарды не принадлежат к тому же роду, что и другие большие кошки, такие как львы и тигры, потому что они не умеют рычать, они могут только мяукать. И это очень мило. 7. Черноногие кошки, обитающие в Африке, убивают более 10 грызунов за ночь из-за повышенного метаболизма. Черноногая кошка, обычно менее 20 см в высоту и 1-2 кг весом,
но просто убийственно хищная. Так, в то время как лев обычно убивает 25% своей добычи, черноногая кошка убивает аж 60% своей добычи. Хотя они и не представляют опасности для более крупной добычи, черноногие кошки считаются самыми смертоносными кошками на Земле из-за того, как успешно они ловят добычу. 8. Кошки могут прыгать на высоту, в 6 раз превышающую их рост, от 150 до 180 сантиметров, но фиксировались прыжки на высоту и до 240 сантиметров. Если бы у человека была такая же способность, он мог бы прыгать на 8-9 метров вверх. Мало того, что они могут очень высоко прыгать, они еще и довольно быстрые в беге и развивают скорость около 48 км в час. В качестве сравнения, максимальная скорость Усейна Болта составляет немногим более 43 км в час. 9. Кошки могут утолять жажду с помощью морской воды. Хотя мы ни в коем случае не должны поить наших кошачьих друзей соленой водой вместо пресной, почки кошек приспособились отфильтровывать соль из морской воды, чтобы кошка могла использовать ее в качестве источника гидратации, то есть утоления жажды. Кошкам требуется гораздо меньше воды, чем людям, поскольку они способны производить гораздо более концентрированную мочу, чтобы сохранить жидкость в своем теле. 10. Непотопляемый Сэм, кот времен Второй мировой войны, который пережил потопление 3 военных кораблей. Сначала он поселился на Бисмарке, нацистском корабле, который в конце концов был потоплен союзными войсками. Британский военно-морской офицер нашел непотопляемого Сэма, плавающего на куске дерева, и, так сказать, завербовал его в союзные силы. Затем Сэм попал на HMS Косык, корабль конвоя союзников, который, следуя между Атлантикой и Средиземным морем, в конечном итоге был потоплен нацистской торпедой. И вновь непотопляемый Сэм был найден, плавающим на доске от разбитого корабля. Его доставили обратно на берег и позже направили на HMS Ark Royal, который какое-то время находился на плаву, но также затонул. После гибели HMS Ark Royal вновь выживший Сэм был освобожден от корабельной службы и дожил остаток своих дней в Великобритании на суше. Хотя некоторые думают, что это всего лишь морская легенда, в военно-морском музее в Гринвиче действительно есть портрет непотопляемого Сэма. 11. В экстренных случаях кошкам можно перелить собачью кровь, так как в кошачьей крови нет естественных антител к собачьей крови. Ксенотрансфузия, процесс переливания крови от одного вида к другому, может проводиться в опасных для жизни случаях, когда в данном случае недоступна кошачья кровь. Однако антитела к собачьей крови вырабатываются в течение 4-7 дней после переливания кошки. Таким образом, использование собачьей крови в спасательной процедуре для кошки может привести к летальному исходу, если это делается более одного раза. 12. Всем хорошо известно о том, что коты очень любят спать. Так вот, сон кота составляет примерно от 16 до 20 часов в сутки. При этом треть времени, что они не спят, тратят на уход за собой. 13. Кошки не любят сладкого. В принципе, коты кушают сладкое, если им давать его, но как такового вкуса сладости они не чувствуют, поэтому пристрастий к лакомствам у них, как правило, не бывает. 14. Коты, как и люди, бывают правшами и левшами. Звучит это однозначно странно. Но ученые, проведя ряд экспериментов, заметили, что кошки для различных манипуляций чаще используют правую лапу, а коты левую. 15. У этих животных особое строение когтей, и именно эта особенность не позволяет им слазить с деревьев вниз головой. Чтобы спуститься на землю, им приходится уцепиться когтями за ветку в положении, когда голова сверху, а ноги соответственно снизу. 16. Кошки на самом деле умеют не только мурчать и мяукать. Эти животные способны воспроизводить около 100 разных звуков, просто мы зачастую не замечаем этого. Много это или мало? Для сравнения можно взять собаку, она способна порадовать нас примерно 10 разными звуками. 17.
Некоторые участки мозга у котов очень схожи с нашими. Более того, выполняют эти участки одинаковые функции. Например, участки, отвечающие за эмоции у нас и у котов одинаковые, чего нельзя сказать о собаках. 18. Принято считать, что одомашнили котов древние египтяне, но на самом деле эта информация не совсем достоверная. Относительно недавно на Кипре были раскопаны останки древнейшей домашней кошки. На Кипре, в могиле, которой было 9500 лет, нашли мумию котенка. Животное умертвили, чтобы похоронить вместе с хозяйкой. Это опережает упоминание о кошке в египетском искусстве более чем на 4000 лет. Также есть мнение, что кошки одомашнили себя сами. Когда-то они сами пришли в амбары людей, где бесконтрольно кормилось множество мышей. Кошки решили остаться, чтобы лакомиться мышами, а людям было выгодно держать кошек, чтобы те истребляли грызунов. 19. Не всегда эти милые животные считались нашими друзьями. В далеком прошлом коты были признаны помощниками злых сил и по приказу папы Иннокентия VIII массово уничтожались. Такое неосознанное уничтожение этих животных не принесло ничего хорошего, и вскоре на живущих в той местности людей обрушилось горе пострашнее. Количество крыс стремительно увеличивалось, а это в свою очередь усугубило ситуацию с чумой. 20. О появлении котов на земле гласит одна иудейская легенда. Когда Ной построил ковчег, он попросил у Бога защитить корабль от вездесущих крыс. Бог услышал молитвы Ноя и приказал царю зверей льву чихнуть. Из пасти животного появился кот. 21. У кошек 300 миллионов нейронов, для сравнения у собак их всего около 160 миллионов. К слову, в человеческом головном мозге содержится около 85 миллиардов нейронов. 22. Мы привыкли считать, что ласка кота проявляется тогда, когда он трется мордой о наши ноги, руки. Однако таким образом коты не только проявляют свою любовь к человеку, но и метят свою территорию, ведь одни из их желез расположены как раз на морде. 23. Мурлыканье кошек привлекает внимание человека, но мы до сих пор так и не знаем, каким образом животное воспроизводит такие звуки. Принято считать, что в данном процессе задействованы голосовые связки кота, которые из-за вибраций издают подобные звуки. 24. Наверное, всем известно, что древние египтяне очень уважительно относились к этим животным, они почитали их и любили. Поэтому, когда в доме умирала кошка, все члены семьи очень огорчались. Свою скорбь по животному они проявляли сбриванием бровей и оплакиванием. Во время похоронной процессии люди пили спиртные напитки и били себя в грудь. Домашнего питомца было принято бальзамировать, а после помещать на кладбище или же в семейную гробницу. 25. Чаще всего кошки за один раз приводят на свет от 3 до 5 котят. Однако зафиксирован факт рождения сразу 19 котят, 15 из которых выжили. 26. Не везде встреча с черным котом предзнаменует неудачи и беды. Например, в Великобритании и Австралии считается по-другому. Встретить на своем пути черного кота значит вскоре получить хорошее известие. 27. В мире насчитывается около 200 пород домашних кошек, хотя редкий человек сможет назвать больше 10-15. При этом натуральных пород всего около 40, остальные выведены путем скрещивания, иногда даже с дикими сородичами. Наиболее популярной породой признана персидская. Потом идут мейн-куны и сиамцы. 28. О нелюбви котов к воде знают, пожалуй, все люди. Однако нельзя сказать, что исключения из этого правила не существует. Коты породы, турецкий ван как раз составляют исключение. Их шерсть отличается от шерсти других котов, и именно это служит причиной любви этих животных к водным процедурам. 29. Зрение кошек значительно лучше человеческого, ведь коты отлично видят в темноте в отличие от нас людей. Вместе с тем коты не видят цвета окружающего мира так, как видим их мы. 30. Мистика,
с которой на протяжении долгих лет связывали кошачьих, нашла свое отображение и в творчестве. Самым известным мистическим существом этого вида по праву можно считать чеширского кота, который был персонажем сказки «Алиса в стране чудес». 31. Коты не могут пережевывать большие куски пищи, поскольку строение их челюсти не позволяет им двигать ею из стороны в сторону. 32. Свою любвеобильность кошки проявляют гораздо чаще к людям, нежели к другим животным. Поэтому заветное мурлыканье зачастую мы слышим только тогда, когда животное взаимодействует с человеком. Когда кот общается с другим животным, он издает совершенно другие звуки. 33. Эти существа имеют очень гибкую спину. Такое преимущество они имеют из-за строения позвоночника. Позвоночник кошки такой гибкий, потому что состоит из 53 свободно прилегающих позвонков. У человека их всего 34. 34. Когти кошки во время ее отдыха в состоянии безопасности всегда спрятаны. Это касается всех представителей кошачьих, за исключением гепардов. У последних животных когти выпущены даже тогда, когда животное спокойно. 35. Люди настолько любят мурчащих существ, что иногда это чувство переходит все границы. Айлурофилия. Так называется состояние человека, который безумно любит кошек. При этом существует и обратное явление. Айлурофобия – это боязнь кошек, вызывающая у людей панический и неконтролируемый навязчивый страх. В некоторых случаях такая паническая атака способна нанести существенный вред здоровью человека. Возникает психическое расстройство в абсолютно любом возрасте, вследствие получения физических или эмоциональных травм при общении с кошками. 36. Новорожденные котята, так же как и человеческие детеныши, большую часть времени спят. Все дело в том, что растут эти животные только во сне. 37. Средняя продолжительность жизни у котов составляет 15-20 лет, но был зафиксирован случай, когда кот прожил целых 38 лет. Этим котом был Крем-Паф из Остина, он прожил 38 лет и стал рекордсменом книги Гиннесса, как самая старая кошка. Если взять во внимание, что первый год кошачьей жизни равняется 18 годам человеческой. Дальше соотношение жизни уменьшается, и к 15 годам у кошки, это 74 года у человека, то кошки являются долгожителями. 38. В Америку эти животные попали в качестве средства борьбы с разными вредителями. 39. Человек может похвастаться тем, что отпечаток его пальца уникален, а кот может похвастаться тем, что уникален отпечаток его носа. 40. Из-за густо растущей шерсти и ряда других особенностей, коты потеют исключительно через подушечки на конечностях. 41. Сегодня мало кого можно удивить тем, что своих домашних животных люди возят на различные выставки. Однако когда-то это было чем-то новым и невероятно интересным. Впервые подобное мероприятие было проведено в Лондоне, и датируется оно 1871 годом. 42. Из-за особенностей расположения ключиц, кот может пролезть в любое отверстие, в которое поместится его голова. 43. В спокойном состоянии сердце животного делает примерно 100-130 сокращений, в то время как у человека сердце в минуту бьется около 70-80 раз. 44. Коты, как и люди, сначала обзаводятся молочными зубами, которых у них насчитывается 26 штук. После смены молочных зубов на постоянные, у кота можно насчитать их 30 штук. 45. Кошки способны давать потомство очень часто. Рекордсменкой по количеству приведенных котят является кошка по кличке Дасти. Она дала жизнь 420 котятам. 46. Данные существа гораздо чувствительнее людей. Именно поэтому приближающиеся землетрясения, наводнения, ураганы и так далее эти животные чувствуют на 10-20 минут раньше, нежели люди. Из кошек получились бы крутые сейсмологи.
47. Наследство могут получать не только люди. Мужчина по имени Бен Ри так сильно любил свое животное, что завещал ему 15 миллионов фунтов стерлингов или 26,7 миллиона долларов. Из этого можно сделать вывод, что именно этот кот является самым богатым котом на Земле. Ведь в 1988 году этот кот по кличке Блэки унаследовал от своего покойного хозяина Бена Ри огромное состояние, став рекордсменом книги Гиннесса как самая богатая кошка. 48. Средний вес кота составляет примерно 5 килограмм. Самый большой кот, который попал в книгу рекордов Гиннесса, весил 21 килограмм. Из-за своего веса животное не прожило слишком долго. Умер кот, когда ему было 10 лет. Однако книга рекордов Гиннесса больше не регистрирует самую толстую кошку в мире. Сообщалось о случаях, когда хозяева намеренно откармливали котов ради того, чтобы завоевать рекорд. 49. Температура тела у котов немного выше, чем у людей. Если для человека температура 38 градусов Цельсия сигнализирует о недуге, то для этих существ это их нормальная температура тела. 50. Процесс умывания у котов происходит за счет использования их же слюны. 51. Данные животные ориентируются в пространстве, используя не только свои глаза. А если быть точнее, то глаза можно назвать лишь вспомогательным органом. Гораздо большее значение для кота имеют его усы, они служат своеобразным навигатором. 52. Коты редко боятся высоты. Зачастую эти животные могут вполне спокойно ходить по подоконнику при открытом окне, залезать на высочайшие деревья и еще и перепрыгивать с одного дерева на другое на большой высоте. 53. Есть информация, что практически 25% владельцев кошек после купания своих питомцев сушат их феном. 54. Самый маленький кот в мире весил всего лишь 681 грамм. 55. Самая дорогая кошка в мире обошлась ее владельцу в 50 тысяч долларов. Такая стоимость животного была обусловлена не породой и не редкостью, а тем, что существо было клоном другого кота. Все дело в том, что кошка этого мужчины умерла от старости, но он настолько любил ее, что решил клонировать. Хотя, пожалуй, самой дорогой кошкой в истории может считаться бенгальская кошка, короткошерстный гибрид по имени Зевс. Цена на Зевса, на 90% бенгальскую и на 10% домашнюю короткошерстную кошку, составила 154 тысячи долларов. 56. В некоторых странах коты принимаются на работу в качестве охранников. Например, в Англии эти милые существа являются стражами продовольственных складов, хранилищ с зерновыми культурами. По данным, полученным исходя из исследований, всего лишь одна кошка в год способна сберечь около 10 тонн зерновых культур. В таких странах к животным относятся с особым уважением, им предоставляют право на пожизненное содержание, которое выражается в обеспечении их различными продуктами питания, вроде мяса, молока и так далее. 57. Высоко поднятый хвост животного свидетельствует о том, что в данный момент оно находится в хорошем настроении. Если хвост животного совсем опущен, это говорит о том, что животное тревожится или устало. 58. Движение хвоста из стороны в сторону говорит о том, что животное в раздумьях. То есть, кот принимает решение, как ему поступить в той или иной ситуации. Находясь в комфортной обстановке, животное никогда не машет хвостом. 59. Коты сильно привязываются к своим хозяевам, поэтому умеют сопереживать им. Очень часто можно заметить, что кот перенимает настроение или самочувствие своего хозяина. 60. Не только собаки побывали в космосе. В 1963 году из Франции в космос была отправлена кошка по кличке Фелисит, которая благополучно осуществила полет. Более подробно о ней мы расскажем в 170-м пункте. 61. У людей с аллергией на кошек аллергия не на мех, а на белок, содержащийся в кошачьей слюне, моче и перхоти.
Белок называется FeLD1. Нестерилизованные коты обычно вырабатывают его больше, чем самки и стерилизованные самцы. Также считается, что балийские и сибирские породы производят меньше данного белка. 62. Домашние кошки, как правило, живут гораздо дольше, нежели дикие. Этому, конечно же, способствует образ жизни животных, ведь в дикой природе существам приходится выживать, в то время как домашние питомцы окружены заботой и любовью своих хозяев. 63. Коты способны снимать напряжение и стресс, поэтому людям, которые подвержены подобным состояниям, рекомендуют обзаводиться мурчащими питомцами. 64. Данные животные за время их одомашнивания практически не изменились. Речь идет и о внешности, и о повадках. Домашние питомцы, как и дикие кошки, охотятся, умеют защищаться и так далее. 65. Коты не всегда выходят на охоту ради удовлетворения голода. Зачастую питомец охотится просто из-за интереса, а иногда, поймав жертву, и вовсе не убивает ее, а лишь слегка душит и играет ею. Пойманную добычу они съедают только в 28% случаев. Остальных жертв кошки оставляют на месте, либо приносят хозяевам. 66. Большинство мурчащих питомцев не любят запах цитрусовых, поэтому если у вас с вашим животным есть проблемы в виде туалета в неположенном месте, попробуйте обработать эту территорию соком лимона или же воспользуйтесь эфирными маслами. 67. В Америке бытует мнение, что белая кошка приносит удачу. Особенным везением считается встреча белого кота во время свадебной церемонии или перед ней. Такой знак предзнаменует удачное замужество и женитьбу. 68. Данные существа, как и люди, могут страдать дальтонизмом. Хотя установлено, что кошки различают 3 цвета – красный, зеленый и синий. Это было установлено в результате экспериментов. Все остальное они видят серым. 69. Коты способны увидеть происходящее на расстоянии 50-60 метров. 70. Цвет глаз меняется не только у людей. Котята, так же как и люди, могут родиться с одним цветом глаз и в процессе взросления поменять его. 71. Кошки очень чистоплотные животные, поэтому если они не спят и не едят, то скорее всего в это время они вылизываются. 72. Активность этих животных гораздо выше, в вечернее и ночное время, днем, как правило, мурчащие существа отдают предпочтение сну. 73. Определить, толстый ли ваш кот, можно исходя из прощупывания его ребер. Возьмите кота и пощупайте его ребра. Если вы справились с задачей быстро и легко, и ребра ощущаются достаточно хорошо, значит проблем с лишним весом у животного нет. Если ребра не ощущаются, значит пора уменьшить количество потребляемой котом еды. 74. Как правило, коты гораздо лучше видят вдаль, чем вблизи. Это связано с тем, что практически все животные этого вида страдают дальнозоркостью. 75. Эти животные настолько привередливы и упрямы, что в случае необходимости они могут промяукать в течение нескольких часов. При этом им не нужен будет отдых. 76. Сразу после рождения котята не могут видеть сны. Такая возможность у них появляется только спустя 7-10 дней после появления на свет. 77. Вылизываются коты не только для того, чтобы быть чистыми. Чаще всего подобные манипуляции животное делает для избавления своей шерсти от посторонних неприятных запахов. Например, кот будет вылизываться, если его погладит незнакомый человек или если его понюхает собака. 78. Как бы это странно ни звучало, но есть на нашей планете город, в котором обычный кот был мэром целых 20 лет. Кот Стапс возглавлял город Талкитн в штате Аляска. К подобному решению пришли сами жители города. Они решили, что если ни один из кандидатов не подходит для поста мэра, то вместо пункта «против всех» можно выбрать имя кота.
Стаббс был избран мэром города еще котенком. Другой кот баллотировался на пост мэра Мехико в 2013 году. 79. К сожалению, не во всех странах котов заводят в качестве домашних любимчиков. Кошачье мясо употребляется в пищу в Китае и Вьетнаме. Город Шэньчжэнь стал первым в Китае, где из-за пандемии коронавируса с 1 мая 2020 года стало запрещено есть мясо собак, кошек и некоторых других животных. Тех, кто продолжит это делать, ждут штрафы, а людей, торгующих мясом кошек и собак, уголовная ответственность. Сойдет ли на нет эта гастрономическая традиция, окончательно покажет время. 80. Если вы видите, что уши вашего кота плотно прижаты к голове, значит животное приняло позу, в которой оно будет защищаться. До тех пор, пока уши находятся в таком положении, животное не будет нападать. Как только уши из предыдущего положения перейдут в другое, резко разведутся в стороны, кошка перейдет к активной атаке. 81. Если вы думаете, что коты являются гораздо дружелюбнее собак, вы ошибаетесь. К примеру, в Америке ежегодно фиксируется примерно 40 тысяч случаев нападения котов на людей. 82. Коты не особо привередливые в плане еды, но если перед животным поставить 3 блюдца с едой разной температуры, то, скорее всего, кот отдаст предпочтение той, в которой еда будет комнатной температуры. 83. В Древнем Египте всех, кто тайно вывозил оттуда кошек, карали за содеянное смертной казнью, поскольку коты в Египте считались священными животными. 84. В Древнем Египте богини, которым поклонялись, зачастую изображались с человеческим телом, но с кошачьей головой. Баст или бастет изображалась в виде кошки или женщины с головой кошки. Сехмет изображалась в виде женщины с головой львицы. Пахт. Богиня-львица в древнеегипетской мифологии. Сишат олицетворялась с пантерой. Тефнут имела хвалебное имя нубийская кошка и тоже изображалась с головой, похожей на львиную. Унут первоначально изображалась в виде зайчихи, но к концу Древнего Царства стала изображаться в виде львицы. Шизмотет изображалась в виде льва или женщины с головой льва. 85. В Японии бытует мнение, что, умирая, кошка превращается в духа. 86. 4 из 5 рыжих котов самцы. С другой стороны, только примерно 1 из 5 рыжих кошек самки. Хромосома, связанная с окраской у кошек, это X-хромосома. Следовательно, самки кошек, XX, имеют 2 набора генетической информации, которые могут определять цвет их шерсти. Поскольку у самок есть 2X, а у самцов X, Y, котам-самцам нужен только оранжевый ген от их матерей, чтобы стать рыжими, что повышает вероятность того, что они сохранят этот признак. 87. Практически все кошки являются очень заботливыми мамами, они не просто кормят и оберегают своих котят, но и учат их всему, что потом им пригодится в жизни. Очень часто кошки после родов выходят на охоту и приносят своим малышам мышей, а когда те подрастают, то берут их на охоту с собой. 88. Шершавость языка у мурчащего существа обуславливается тем, что таким языком ему гораздо проще вылизываться. 89. У котов могут быть разные глаза. Например, один глаз может быть зеленый, а второй голубой. Кроме того, у кошек есть третье веко, которое называется мигательной перепонкой. Третье веко вашей кошки функционирует как щит для его роговицы. Ученые также считают, что у людей когда-то было третье веко. В ходе эволюции оно уменьшилось до крошечной розовой складки ткани в уголке глаза. 90. Практически все хозяева котов не скрывают, что разговаривают со своими питомцами и считают, что те понимают их. 91. Кошки, как правило, никогда не болеют дома. Если они чувствуют, что сильно заболели или же чувствуют скорую смерть, то уходят из дома. 92. Материнский инстинкт у котов бывает сильнее, нежели инстинкт охотиться. Известен случай,
когда кошка приютила маленьких мышат и оберегала их. 93. На сегодняшний день на нашей планете самым большим представителем кошачьих является амурский тигр, его вес достигает 300 кг. Хотя пальму первенства с ним вполне может поделить и лигр, гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой, он может вырасти до 4 метров, а вес такой кошки может также достигать 300 кг. 94. Многие коты любят сырые овощи, например, картошку и огурцы. 95. Почему-то принято считать, что коты очень любят молоко, однако мнение это ошибочно, так как очень многие коты могут страдать непереносимостью лактозы. Появляется у некоторых котов эта непереносимость практически сразу после отлучения животного от груди мамы. А все потому, что кошки – облигатные хищники, и их организм генетически не рассчитан на расщепление молока после выхода из котячьего возраста. 96. Бытует мнение, что все коты без исключения любят рыбу, но на самом деле это вопрос вкуса. В мире существует огромное количество котов, которые скорее съедят огурец, чем рыбу. 97. Мурчит кошка не только тогда, когда испытывает радость. Точно такой же звук животное может издавать, к примеру, во время страха, беспокойства или болевых ощущений. 98. Есть мнение, что коты способны слышать даже ультразвук. 99. Коты боятся закрытых помещений, поэтому различные закрытые переноски их очень пугают. 100. Эти существа очень любят все, что шуршит, в особенности бумагу. 101. Коты могут похвастаться наличием 18 когтей. 102. Сиамские кошки чаще других страдают косоглазием. 103. Коты могут предотвращать различные человеческие недуги. К примеру, коты снижают риск инфаркта у владельца в 3 раза. Также коты могут помочь при повышенном давлении. 104. В Америке кошки веселят народ. Этих животных там используют для развлечений в виде забегов. 105. Остров Фраджест, который еще называют островом кошек, населяют исключительно представители кошачьих. 106. Обоняние у котов гораздо лучше развито, чем у собак. 107. В Лондоне привычным делом является работа кошек в почтовых отделениях. Мурчащие создания не просто охраняют посылки, они официально трудоустроены и получают заработную плату, которая, к слову, ежегодно повышается с учетом инфляции. 108. Кошки охотятся в основном на слух, это чувство особенно важно для обнаружения мыши. Поэтому ухо кошки управляется 32 мышцами и может поворачиваться на 180 градусов. Кошки улавливают звуковые волны в диапазоне от 45 до 65 тысяч Гц и различают звуки в диапазоне 10 октав с разницей в 0,1 тона. Кошки улавливают ультразвук и лучше всего слышат на частоте 8000 Гц. 109. Усы кошек, также называемые вибрисами или тактильными волосками, в 2-3 раза толще обычного кошачьего волоса и имеют корни в 3 раза глубже. Те, которые находятся по обе стороны от морды, называются местоциальными усами. Но усы также появляются на их челюстях, над глазами, возле ушей и на задней части передних лап, во всех местах, которые необходимы кошке для сбора информации об окружающей среде. 110. У кошек есть определенное количество местоциальных усов. У кошек обычно 24 местоциальных уса, по 12 на каждой щеке, расположенных в 4 горизонтальных ряда по 3 штуки. Это самые длинные лицевые вибрисы, и хотя у некоторых кошек их может быть более 24, общее число всегда должно быть четным. Важно, чтобы усы были симметрично распределены по обеим сторонам морды, чтобы кошка могла получить точное представление об окружающей среде. 111. Усы кошек чувствительны. В отличие от человеческого волоса, кошачьи усы глубоко встроены и связаны с нервной системой.
Кончики этих кератиновых нитей снабжены органами чувств, называемыми проприорецепторами, которые посылают сообщения в мозг и помогают кошке определять расстояние до объекта, направление и даже текстуру поверхности. Они сродни человеческому обонянию или зрению, поэтому кошачьи усы ни в коем случае нельзя стричь. 112. У кошек может быть стресс усов. На самом деле усы кошки настолько чувствительны, что если ей нужно использовать узкую миску для еды или воды, давление на тактильные волоски может вызвать так называемый стресс усов. Этот вид усталости часто является результатом того, что кошачьи усы ударяются о стенки тарелки. Если ваша кошка черпает еду лапой или сбивает еду на пол, чтобы поесть, рассмотрите возможность приобретения более широкой миски. 113. Размер усов соответствует размеру кошки. Усы кошки пропорциональны ширине ее тела, включая шерсть, она использует их, чтобы узнать, может ли пройти через узкие места. Как правило, чем пухлее кошка, тем длиннее ее усы. Кошка Мейн-кун, самая крупная домашняя порода кошек, может иметь 15-сантиметровые усы, в то время как у корниш-рексов, имеющих короткую кучерявую шерсть, усы короткие и тонкие или даже практически отсутствуют. Кошка Мейн-кун из Финляндии по кличке Мисс Американский пирог полнолуния, также известная как Мисси, является рекордсменом по самым длинным усам в мире. В 2005 году Книга рекордов Гиннесса измерила их колоссальные 17,5 см в длину. 114. Усы на лапах помогают при охоте. Если кошка использует свои лицевые усы для оценки пространства и обнаружения объектов, то для чего она использует усы на лапах? Чувствительные усики, расположенные сзади передних лап, называются усами запястья. Они помогают кошке лазать по деревьям и убивать добычу. Когда они держат мышь, скажем, в своих передних лапах, эти усы дают кошке знать, движется ли ее добыча, потому что они плохо видят вблизи. 115. Кошки могут их двигать. Каждый месстоциальный ус соединен с мышечной петлей, которая позволяет кошке двигать ими независимо. Точно так же большие мышцы, окружающие усы, используются, чтобы двигать их все как единое целое. Кошка может распускать или направлять усы вперед во время охоты или зевания. Их также можно прижать к кошачьим щекам. 116. Усы показывают кошачье настроение. По данным Мельбурнского университета, расслабленные и обвисшие усы, которые указывают на стороны кошачьей морды, указывают на довольное животное, но кошка, чьи усы прижаты назад, вероятно, напугана. Переднее положение усов со стоячими и направленными вперед ушами может указывать на настороженность, как в случае с охотой, в то время как выдвинутое вперед положение усов с отведенными назад ушами обычно является признаком агрессии. 117. Усы линяют. Усы никогда не следует подстригать, но они проходят фазы естественного роста, покоя и выпадения, как и мех. Время от времени находить потерянные усы в доме совершенно нормально, они отрастают сами по себе. Однако, если вы заметили внезапное увеличение выпавших усов, это может означать, что ваша кошка страдает от аллергии, инфекции, травмы или кошачьих прыщей. Да, это проблема. 118. Кошка не закопала свои дела. Пиши завещание, пушистый затаил обиду и показывает, что не боится тебя. 119. Кошки могут постоянно плодиться. И если ей дать волю, то за 10 лет одна кошка теоретически может родить около 49 тысяч котят. 120. Кошки могут узнавать ваш голос. Так что да, частенько они просто игнорируют нас. 121. Самая древняя порода кошек родом из Египта, так и называлась Мау, что в переводе означало «кошка». 122. Нет, ваша кошка не сломалась, если проходит мимо пакетика с кошачьей мятой, высоко подняв хвост. Просто более половины кошек в мире не реагируют на кошачью мяту. Зависимость от этой травы они наследуют от своих родителей. 123. Венгерское слово «экскакером»
означающие кавычки, переводится как «кошачьи когти». 124. Ученые предполагают, что кошачье мурлыканье – это способ самоисцеления. Низкие частоты в диапазоне от 24 до 140 колебаний в секунду полезны для ускорения регенерации костной ткани, мышц и сухожилий, для облегчения боли и заживления ран. 125. В Диснейленде работают около 200 диких кошек, которые помогают контролировать популяцию грызунов в парке развлечений. 126. Обратите внимание, как ходят кошки. Сначала движутся двумя правыми лапами, а затем обеими левыми. В животном мире только жирафы и верблюды имеют такую походку. Ну и кошки. 127. Если вы проснулись, а рядом на подушке дохлая мышь, это не знак привязанности кошки к вам. Она просто хвастается. 128. У кошек есть как кратковременная, так и долговременная память. Она будет помнить, куда спрятала свои вкусняшки в течение 16 часов. Собака же, к примеру, забудет про это место уже через 5 минут. 129. В посольстве Голландии в Москве сотрудники заметили, что две сиамские кошки постоянно что-то ковыряли в стене в одном и том же месте. Вот было их удивление, когда они там нашли не мышей, а микрофоны, спрятанные российскими спецслужбами. Кошки слышали микрофоны, когда те включались. 130. На кошачьем языке 473 вкусовых рецептора. 131. Если кошка медленно моргает глазами, смотря на вас, она буквально признается вам в любви. Так кошки показывают доверие. 132. Иногда кошки зевают, чтобы прекратить конфликт с сородичем. Это их способ сказать: «Это не стоит моего времени». 133. Кошки относятся к строго плотоядным животным. В их рационе обязательно должно присутствовать мясо, и их не советуют кормить растительной пищей. Кошки берут энергию только из белков и жиров, а углеводы для них бесполезны. 134. У кошек есть особый звук, выработанный для общения с людьми и выпрашивания. Звук представляет собой комбинацию мурлыканья и мяуканья, и его частота похожа на плач младенца. 135. У кошек на верхней челюсти есть особый вомероназальный орган. С его помощью они могут воспринимать феромоны тепла, которые оставляют другие кошки, или чувствовать, где находится их возможная добыча. 136. Кошкам снятся сны. Как предполагают ученые, в основном им снится охота, а также тревожные переживания. 137. Если кошка вас облизывает или умывает, она выражает привязанность. 138. Кошки инстинктивно предпочитают пить проточную воду. В дикой природе они избегают стоячей воды, потому что она может быть загрязнена. 139. У домашней кошки и тигра есть схожие, на 95% модели поведения, например, игровая охота, маркировка запахом и техника нападения. 140. Кошки резко начинают носиться по дому и прыгать, когда у них накопилось достаточное количество энергии. Они как заводная игрушка, появилась энергия, нужно ее выплеснуть. 141. У кошек может развиться депрессия, она обычно вызвана внешними источниками стресса. Симптомы включают потерю аппетита, снижение уровня энергии и изменения в использовании лотка. 142. Кошки могут найти дорогу домой, даже если они оказались за много километров от него. Они делают это с использованием сильного обоняния и слуха. Некоторые ученые даже говорят, что кошки чувствуют магнитное поле Земли. 143. В Шотландии есть памятник кошке по кличке Таузер. За свою жизнь эта кошка истребила 30 тысяч мышей на заводских складах. 144. Любовь вашей кошки к коробкам удовлетворяет животный инстинкт. Кошки ищут ящики в качестве укрытия для охоты. А также они пытаются прятаться, чтобы не стать добычей. Это инстинкт, переданный их дикими предками.
145. Самая маленькая современная дикая кошка – это черноногий кот. Средняя масса 1,6 кг, длина тела от 36 до 52 см, длина хвоста от 13 до 20 см. Даже меньше, чем домашняя кошка. Также есть точка зрения, что самые маленькие дикие кошки – это представители индийской рыжей пятнистой породы, живущие в Шри-Ланке. Их вес в среднем составляет около 1,5 кг, а размер от 35 до 48 см, длина хвоста от 15 до 30 см. Эту кошку очень сложно встретить в природе, так как она является очень редкой, поэтому информации об этой хищнице очень мало. 146. Кошки инстинктивно знают, что надо пользоваться лотком. Чтобы не быть съеденными или атакованными хищниками, предки кошек должны были заметать свои следы и прятать свои дела, чтобы замаскировать свой запах. Они тяготели к мягкой грязи или песку, так как их зернистая консистенция облегчала закапывание отходов. 147. Если у вас дома есть котик, то вы сможете пройти у него курс лечения от разных болячек. Только не забудьте расплатиться вкусняшками. Оказывается, есть особый метод избавления как от плохого настроения, так и от многих заболеваний человека. Это фелинотерапия или лечение посредством взаимодействия человека с кошками. Как показали медицинские и научные исследования, кошки могут лечить разными способами. Звуком. За счет мурчания кошки создается вибрация на частоте от 16 до 44 Гц. Это оптимальная частота, которая активизирует защитные функции организма человека и повышает иммунитет. Своим теплом температура кошачьего тела составляет 3839 градусов. Можно сказать, что кошки обладают мягким прогревающим и противовоспалительным эффектом, своим особым магнитным полем, животной энергетикой. Таким образом, кошка успокаивает, снимает плохое настроение, нейтрализует стресс и лечит депрессию. 148. Черные кошки как символы Хэллоуина уходят корнями в древнюю традицию. В Самайн, гельский праздник, предшествовавший современному Хэллоуину, считалось, что большая черная кошка с белым пятном на груди благословит любой дом, оставивший блюдце с молоком для питья. 149. У кошек и собак был общий предок. Ученые предполагают, что кошки и собаки произошли от одного предка мелких хищников из вида миасида, живших в основном на деревьях, примерно 66 миллионов лет назад. 150. Первые кошки появились раньше человека. Предки всех современных кошек сформировались в эпоху Миоцена, которая закончилась больше 5 миллионов лет назад, а прямоходящий человек появился почти на 3 миллиона лет позже. 151. Путь кошек к одомашниванию занял 120 тысяч лет. Примерно столько времени прошло от момента обособления подвида степной кошки, от которой произошли все домашние, до начала совместной жизни с человеком. 152. Кошки – самые популярные домашние животные на Земле. К счастью, религиозные предрассудки ушли в прошлое, и в наше время кошки очень популярны. Специалистами подсчитано, что всего в мире живет около 600 миллионов домашних кошек. Лидер в этом плане Австралия, здесь на 10 человек населения приходится 9 питомцев. 153. Не только человек может страдать от аллергии на кошек. Да, у кошек тоже бывает аллергия на людей, а точнее на то, что с ними связано. Например, причиной аллергических реакций у питомцев могут стать сигаретный дым, запахи парфюмерии и даже человеческая перхоть. 154. Кошки-гиганты – это не миф. В мире кошек есть свои гиганты. Безусловно, самыми крупными представителями негибридных домашних пород являются мейн-куны. Длина их тела может достигать 120 сантиметров, а вес котов 12-15 килограмм. 155. Ночью кошки видят в 6 раз лучше людей. Домашним питомцам достаточно чуть больше 15% того света, при котором человек смог бы хоть что-то разглядеть в темноте, чтобы прекрасно видеть ночью.
Кошки могут видеть в темноте, благодаря наличию специального слоя в глазах под названием тапетум, который находится за сетчаткой и отражает свет обратно на фоторецепторы, что позволяет кошкам улавливать даже самый слабый свет. 156. Котята рождаются не только слепыми, но и глухими. Наверняка многим известно выражение «как слепые котята». Но слух у только родившихся малышей тоже отсутствует и развивается вместе со зрением в течение 2 первых недель жизни. 157. Голосовые связки кошек способны колебаться с частотой до 26 раз в секунду. Это происходит как на вдохе, так и на выдохе, когда кошки мурчат. 158. Обоняние кошек в 14 раз острее человеческого. Это возможно благодаря примерно 80 миллионам рецепторов, находящихся в носовой полости у котов. Они позволяют различать абсолютно неуловимые для человеческого носа запахи. 159. Кошки чувствуют запахи не только носом. Они могут улавливать их специальным органом Якобсона, находящимся за резцами на верхнем небе. С его помощью питомцы анализируют незнакомые и заинтересовавшие их запахи. Причем делают это они довольно забавным образом, замерев и приоткрыв рот. 160. Нос нужен кошке не только для дыхания. Этот важнейший обонятельный орган играет еще и немалую роль в терморегуляции всего организма и помогает животному охлаждаться, когда с его поверхности испаряется выделяемый специальными железами секрет. 161. Сердце кошки бьется намного чаще человеческого. Обычный пульс для кошки в состоянии покоя примерно 140-145 ударов в минуту, что характерно для человека при беге в среднем темпе. 162. Кошки любят высоту. Наверняка все хозяева домашних питомцев замечали их желание забраться как можно выше. Это непростое любопытство на высоте. Кошка чувствует себя в безопасности, так как лучше контролирует свою территорию и может заранее обнаружить угрозу. 163. Коты рождаются трехцветными только в 0,1% случаев, а в 99,9% случаев с трехцветным окрасом шерсти рождаются кошки женского пола. Это происходит из-за разницы в числе половых хромосом, отвечающих за окрас. Поэтому коты с трехцветным окрасом невероятная редкость, и они считаются символом удачи во многих странах. 164. Кошки – частые заложники стереотипов. К примеру, одним из самых популярных из них, навязанный мультфильмами, сказками и кино, что кошки больше всего любят сырую рыбу. Сырая рыба чаще всего не совсем полезна для питомцев из-за возможного наличия в ней мелких костей и паразитов. 165. Кошки вовсе не бездельники. Питомцы, которым повезло чуть меньше Блэки, честно работают и получают за это зарплату. Например, в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге кошки служат еще с XVIII века. Они защищают музейные экспонаты от грызунов, официально числятся в штате сотрудников, имеют все необходимые ветеринарные документы и получают вознаграждение за свою работу. 166. Кошки слушаются женщин лучше, потому что они лучше воспринимают высокие звуки. 167. Кошки любят царапать вертикальные предметы, потому что так они расслабляются, активизируют кровообращение и тонизируют свое тело. Царапание – это часть кошачьей природы, происходит не только для того, чтобы точить когти, но и для того, чтобы растянуть определенные мышцы спины и плеч. 168. Язык кошек образован маленькими крючками, которые помогают им порвать пищу. Вот почему он кажется грубым на ощупь. 169. Хвост кошки является своеобразным рулем при прыжках и помогает балансировать все движения. Также считается, что хвост кошек служит неким вентилятором для терморегуляции температуры тела. Помимо таких функций, кошка с помощью хвоста может передать свое эмоциональное состояние своему хозяину. 170. В этом завершающем пункте нашего видео мы хотели бы рассказать подробно о 15 самых известных кошках,
и котах из мировой истории. Тамиу – соратник наследного принца Тутмоса. Тамиу была кошкой принца Тутмоса, который был старшим сыном фараона Аменхотепа III и царицы Тии. После смерти Тамиу была мумифицирована и похоронена в украшенном саркофаге. Сегодня сам принц Тутмос известен лишь по относительно небольшому количеству предметов, собственно одним из которых и является известняковый саркофаг кошки Тамиу. Благодаря уважению и любви к любимому животному, мы обнаружили еще частицу загадочной истории Древнего Египта. Ларри – главный мышелов правительственной резиденции. Это некоторая официальная должность всех котов, постоянно проживающих у премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Технически, главный мышелов представляет собой множество кошек, начиная с 1515 года. Именно в этом году кардинал Вулси начал держать свою кошку рядом в качестве приближенного животного. По состоянию на 2024 год мышеловом является кот Ларри. Так вот, кот Ларри занимает должность официального мышелова с 2011 года. Он попал на Даунинг-стрит из лондонского приюта для животных Баттерси. Зачем там нужны кошки или коты, спросите вы? Поскольку резиденция главы правительства располагается в старом здании, мыши и крысы являются там постоянной проблемой. Поэтому по традиции коты – неотъемлемый атрибут резиденции. Таби и Дикси – кошки Авраама Линкольна. Таби и Дикси были первыми известными кошками, украсившими резиденцию Белого дома. Говорят, что 16-й президент, Авраам Линкольн, кормил свою любимую Таби золотой вилкой на обедах в Белом доме. Он также утверждал, что другая его кошка Дикси была умнее всего его кабинета. Под кабинетом он имел в виду все правительство. Друг Линкольна, Калеб Карман, вспоминал, как президент брал одну из кошек и разговаривал с ней по 1,5 часа. Кошки явно покорили президента своим умом. Линкольн особенно любил бездомных кошек и, как известно, иногда приводил их домой. Миссис Линкольн так и прозвала кошек это хобби моего мужа. Мачак – муза детства Николы Теслы. В письме от 1939 года какому-то 12-летнему мальчику Никола Тесла написал, как его домашнее животное родом из детства, черная кошка по имени Мачак, оставила в нем пожизненное увлечение электричеством. Вот что было в этом письме. В сумерках, когда я гладил Мачака по спине, я увидел чудо, лишившее меня дара речи от изумления. Спина Мачака стала полоской света, а моя рука произвела поток потрескивающих искр, достаточно громких, чтобы их было слышно по всему дому. Я не могу преувеличить влияние этой чудесной ночи на мое детское воображение. День за днем я спрашивал себя, что такое электричество. Матильда и Гамлет – талисманы отеля Алгонкин. Отель Алгонквин является одним из старейших и наиболее исторических отелей Нью-Йорка, открывшимся в 1902 году. Помимо знаменитого круглого стола в Алгонкине, где собирались величайшие литературные умы 20-х годов, чтобы обсудить свои идеи, отель был известен во всем мире за то, что в нем обитает алгонкинский кот. Отель Алгонкин стал домом для уличного кота в начале 1920-х годов. Именно тогда бездомный питомец по имени Билли забрел в отель и так в нем и остался. С тех пор лицом отеля стали 7 котов, которых звали Гамлет, и 3 кошки, которых звали Матильда. Снежок – кот Эрнеста Хемингуэя. В 1930-х годах капитан дальнего плавания подарил автору Эрнесту Хемингуэю полидактильного кота. Полидактилия – многопалость, врожденная патология кисти, характеризующаяся наличием дополнительных пальцев. Короче говоря, это когда у животного или у человека есть лишние пальцы. В тот день начался роман Хемингуэя с шестипалыми кошками. Он собирал полидактилей в своем доме на Ки-Уэсте. Потомки Снежка, оригинального шестипалого друга из семейства кошачьих, даже сегодня бродят по поместью Хемингуэя на Ки-Уэст, насчитывая около 50 кошек. Да и теперь, если кошка имеет отличное от обычного количество пальцев, то ее могут называть кошкой Хемингуэя. Кошки кардинала Ришелье. В 17 веке в Европе кое-где еще сохранялись отголоски средневековья
и предвзятое отношение к кошкам как к посланникам ведьм. А вот кардинала Ришелье, похоже, это совсем не волновало. Знаменитый француз держал в доме как минимум 12 животных. Они развлекали политика, а заодно облегчали боли в коленях и снимали мигрень. У кошек кардинала были интересные имена. Так, черного кота он прозвал Люцифером, азартного крысолова Людовиком Жестоким, питомца из Англии Филимаром, то есть морским котом, а турецкую ангорскую кошку Мими Пайон, Душечка Прелесть. Были у Ришелье кот и кошка, спавшие в обнимку. Влюбленным он дал имена Пирам и Фисба в честь древневавилонской пары, воспетой в легендах. Знаменитый кот класса номер 8. В 1952 году в класс номер 8 начальной школы Элизиан Хайтс в Калифорнии, США, забрел соседский кот. Дети так его полюбили, что назвали его в честь своего класса класс 8. Рум 8 жил в школе постоянно в течение всего учебного года, а затем куда-то пропадал на все лето. Когда занятия снова начинались, то кот опять возвращался в свою любимую школу. Известно, что школа получала до 100 писем в день на кота, вплоть до самой его смерти в середине 60-х годов. Фелисит – первая кошка в космосе. Фелисит – первая и единственная кошка, пережившая космический полет. Она была запущена в космос Францией 18 октября 1963 года. Spacecom сообщает, что французские ученые хотели понять, как отсутствие гравитации повлияет на животных и что произойдет с людьми. Известно, что Фелисет была выбрана для космической миссии из 13 других кошек, проходящих обучение, частично из-за ее спокойного нрава. Скарлетт – героическая мать-кошка. Это героическое животное, пожалуй, самое самоотверженное из известных кошек в нашем списке. Скарлетт была мамой-кошкой, которая спасла своих 5 котят одного за другим от пожара 1996 года в Бруклине. При этом она получила ожоги и всю оставшуюся жизнь страдала от проблем со здоровьем. Спасавший ее пожарный назвал эту кошку Скарлетт. Крэм Пафф – известная кошка-долгожитель. Крэм Пафф из Остина, штат Техас, прожила свои долгие 38 лет и 3 дня. Это самая старая кошка из когда-либо зарегистрированных согласно книге рекордов Гиннесса. Кстати, ее брату из семейства кошачьих было 34 года, когда он ушел на радугу. Как говорил владелец кошек, Джейк Перри, он кормил их необычной диетой из индюшачьего бекона и яиц, спаржи, брокколи и кофе со сливками. Может быть, это было причиной их долголетия? Тама – легендарный японский начальник станции. Кошка Тама получила известность в качестве начальника станции Киши в Вакаяме, Япония. В 2007 году железнодорожники присвоили ей звание начальника станции, основной обязанностью которой было приветствовать пассажиров. Вместо жалования железная дорога предоставила Таме годовой объем корма, золотой бейджик на ошейник с ее именем и должностью, а также шляпу начальника станции. Кстати, ее уникальный головной убор был специально разработан и изготовлен по ее размерам. По оценкам исследований, реклама вокруг Тамы внесла в местную экономику около 1,1 миллиарда йен, почти 9 миллионов долларов. Она умерла в 2015 году. Кот Стабс – мэр Талкитны на Аляске. Когда в историческом районе Талкитна на Аляске был найден оранжевый полосатый котенок с коротким хвостом, то никто не мог предположить, что он будет мэром следующие 20 лет. Стабс был выбран мэром теми избирателями, которые выступали против кандидатов людей. В качестве его мэрии использовался обычный магазин. Сообщается, что ежедневно он привлекал от 30 до 40 туристов. Кроме того, он каждый день ходил в ближайший ресторан и пил воду с кошачьей мятой из рюмки или маргариты. Стабс ушел из жизни в 2017 году. Кот Каспер – известный пассажир автобуса. Кот Каспер с коричневыми, черными и белыми отметинами стал известным тем, что ездил на городском автобусе до центра города и обратно на протяжении многих лет. А если конкретно, то это был маршрут номер 3 и ездил он на нем около 4 лет. События происходили в городе Плимут, на южном побережье Девона, Англия. Каспер стал сенсацией в городе.
Он появился на BBC News, стал предметом редакционной статьи The Guardian, и о нем написали Casper the Commuting Cat. Замечательный тот факт, что Каспер, по приблизительным оценкам, проездил на автобусе более 32 тысяч километров. К сожалению, Каспер сбил мотоцикл в 2010 году, когда он переходил дорогу, чтобы успеть на ежедневную поездку. Мы в очередной раз убеждаемся, что уличные коты и кошки живут более короткую жизнь сравнительно с домашними сородичами. Стьюи – самый длинный кот в мире. Встречайте, очередная известность из кошачьего мира – это кот Стьюи. Согласно книге рекордов Гиннесса, кот Стьюи является самой длинной домашней кошкой в мире. Он родился в 2005 году, дожил до 4 февраля 2013 года, когда умер от рака. Его длина составляла целых 123 сантиметра, на минуточку, это больше метра. Стьюи был сертифицированным терапевтическим животным, который часто посещал больницы и местные центры престарелых рядом с его домом. Кроме того, он был обладателем самого длинного хвоста в мире. Сэр Филимон из Выборгского замка. А в Выборге есть старший мяучный сотрудник-кот, Филимон 2010 года рождения, выпускник, как свидетельствует его трудовая книжка, средневековой школы. В обязанности сэра Филимона, конечно же, входит не только отдых на уютной лежанке, но и отлов мышей в замке и позирование туристам для фото, чем кот занимается с большим удовольствием. Булгаковский кот-бегемот. Завсегдатаем булгаковского дома в Москве хорошо знаком его талисман черный кот-бегемот, сторожил и сотрудник музея. Он появился в доме в 2005 году. На почетную вакансию объявили конкурс. В итоге выбрали зрелого мудрого кота, которого в музей-театр принесла молодая пара. Бегемота можно увидеть на памятнике мастеру. Он любит отдыхать на скамейке, рядом с Михаилом Афанасьевичем, автором культового романа «Мастер и Маргарита», откуда родом персонаж кот-бегемот. А вот на руки пушистый сотрудник не дается, он свободолюбив. Коту нравится инспектировать почтовый ящик для записок и ежедневно совершать обход дома номер 10. За внешним видом бегемота следит личный стилист. На этом я бы хотел закончить это видео со 170 интересными фактами о кошках. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Были случаи, когда кошки выживали при падении с 32-го этажа на бетон. Рекорд самого долгого несмертельного падения в мире принадлежит кошке, которая упала с 46-го этажа здания и выжила. Вот такими у нас получились 170 интересных фактов о кошках. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.